Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр, я живу в Анапе, рассказываю о себе и об Анапе, о том, чем я тут занимаюсь, как я тут живу. Живу я здесь уже э, 9-й год, с 14 года, и рассказываю вообще, что здесь в Анапе, чем можно развлекаться, как можно вообще здесь жить. Когда меня спрашивали, люди, когда смотрели меня в начале моей блогерской деятельности, они говорили: а что делать в Анапе вообще? Вот мы переедем в Анапу, и что тут делать? И я им отвечал коротким словом из 4 букв: жить. Жить в Анапу, потому что вы живете там у себя в Хабаровске, в Чите, в Москве, еще где-то там, в Мурманске. Вы же там живете и чем-то занимаетесь, и здесь вы тоже будете жить и чем-то заниматься. Тут также живут люди, также все есть для жизни. И даже по уровню, может быть, комфортности Анапа превосходит многие города. Ну и по климату, конечно, это, можно сказать, не так много городов в Анапе с таким замечательным морским климатом. Итак, у меня сегодня достаточно много есть что сказать. Никаких я не готовлю никогда планов себе, хотя это может быть мой минус. Единственное, чему я теперь следую, это вот понедельник у меня день, когда я рассказываю о событиях, которые произошли на неделе. У меня вот такой запланированный стрим, и если вы меня смотрите, то вот вы знаете, что в следующий понедельник у меня тоже будет стрим, и я тоже буду там вещать. Итак, как вы знаете, я учусь на актерских курсах. Это киношкола при студии «Я и кино». У нас там учатся 20 человек, преподаватели у нас, значит, выпускница ВГИКа и режиссер нашего театра местного. Ну, работник управления культуры, человек, который имеет образование, который сам ставит спектакли. Очень компетентный и интересный человек и преподаватель, и актер, я бы так сказал. Вчера как раз у нас были занятия. Занятия начинаются в 12 часов. Я прихожу немножко пораньше, чтобы переодеться, занять место в студенческой аудитории, как у меня в стихотворении в одном есть, и начать воспринимать ту информацию, которую нам дают. Вчера у нас была практика. Мы сейчас работаем со своим голосовым аппаратом, то есть мы до этого у нас были такие молчаливые сценки. Сейчас мы стали говорить и даже кричать. В общем, смысла нет передавать то, что было вчера. Было вчера очень весело, интересно, увлекательно. Вот. А вообще неделя началась у нас... Во вторник у нас была костюмированная вечеринка в честь дня рождения одной из наших слушательниц по имени Микки. Я надел костюм, который у меня уже был, это тельняшка и моя треуголка, то есть я еще ремень я нашел, ремень такой широкий ремень от портупеи, вот, и такой вот у меня получился образ пирата. Антонина, ну, это вот моя основная партнерша, так скажем, по сцене. Она тоже меня поддержала и тоже надела какой-то интересный такой полосатый костюм, тоже в такую черную полоску, плюс такой кожаный корсет, шляпу. И тоже вот, когда ее спрашивали, а вы кто на этой вечеринке? Она говорила, я подруга пирата. Вот, и вы можете видеть фотографию, там вот я выложил прямо ее на обложку, и там мы все присутствуем. Было весело и интересно. В четверг у нас
с Антониной были съемки. Я в прошлое воскресенье рассказывал, что в предыдущее воскресенье у нас был первый день съемок. Снимали мы в одном из отелей. Снимали рекламный ролик. Я был в роли дедушки. Антонина была вроде бабушки. И у нас еще была семья. Был папа, мама, 3 детей и собачка. Вот. А в четверг мы снимали на Амелькова, здесь в Анапе, на аллейке недалеко от сквера 3 свечи. Погода нам не благоприятствовала, как это обычно, потому что мы снимали лето-весну, или может даже осень по сюжету. Ну, анапская осень – это продолжение лета. Поэтому зелени у нас еще, в отличие от других южных регионов, таких как Армения, еще не зазеленело. Цветение есть, конечно, плодовых деревьев, но зелени еще вот такой нету. Вот, поэтому снимали возле баннера. На баннере было написано название фестиваля, который будет проходить в сентябре. Ну, я думаю, в сентябре, потому что даты там не указаны. А вообще фестиваль будет называться Бархатфест. Такой семейный фестиваль семейного отдыха. Вот поэтому мы и играли там семью. Значит, мы показывали, как мы веселы, как счастливы, как мы приходим с выставки художников и приносим картины. Ну, в общем-то, вот такая была съемка, было интересно. Отснялись и по домам. Было 2 репетиции у нас. Вообще такая неделя была напряженная. Пятница, суббота у нас были репетиции, но репетиционные дни, но самих таких репетиций не было. Было только так поиск идей, потому что в любом этюде, в любой сценке очень трудно найти идею. Мы сейчас готовимся к очередному экзаменационному показу и по Гоголю. Задание у нас было прочитать «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вот у меня эта книга так и здесь еще и лежит. Распределили роли, каждому дали какого-то персонажа. Я Панас, Антонина жена Панаса. Ну и там есть все остальные, вплоть до черта. Вот. То есть мы не играем какие-то сюжеты, уже то, что написал Гоголь. Нет. Мы только от Гоголя берем персонажа, его характер этого персонажа, его биографию и его взаимоотношения с другими героями. Вот это мы не можем менять. То есть если там отношения между 2 героями какими-то там сложные складываются, то и мы должны эти сложные отношения показывать. Но мы можем, конечно, там интерпретировать так, что были сложные, и вдруг все, как говорится, наладилось. То есть мы искали сюжеты, и нашли мы сюжеты, и вчера, вот воскресный день, мы уже показывали такие, так скажем, наметки. Мы с Антониной показывали, но с привлечением других актеров. Скажу, что наши сюжеты произвели впечатление, потому что я привык слушать преподавателей. И вот когда мы сидели, обсуждали, писали эти диалоги, реплики, а Настя слушала, она говорит: слушайте, мне не нужны ваши диалоги. Диалоги не так важны. Вы можете вообще ничего не говорить или обойтись минимум реплик. Мне нужно действие на сцене. Мне нужна динамика. Мне нужно, чтобы зрителю это было интересно смотреть. И все, и тогда мы, взяв за основу написанные тексты, стали думать, как это можно показать в динамике.
Вот. И показали, у нас 2 там эпизода. Один эпизод на ярмарке на Сорочинской, и второй эпизод в хате Панаса. Оба эпизода получились динамичными, веселыми, с криками, с прибаутками. В первом эпизоде у нас даже звучит песня. Антонина поет, я подпеваю. Во втором у нас даже там сцена драки. Жена Панаса, значит, бьет Панаса, Панас падает. Я вчера так эффективно слетел со стула, что стул перевернулся там. Ну, в общем, было здорово. Это было неожиданно, потому что мы это готовили в отдельном помещении, буквально вот перед выходом на вот этот вот показ. И никто еще не видел вот этого вот нашего действа. А когда увидели, то вот все-таки приятно актеру, когда ты лежишь на сцене, прямо как, вы знаете, в фильме «Берегись автомобиля», когда Гамлет упал, да, и сраженный рапирой, и зал там аплодирует, а он лежит и счастливый. Вот, так и здесь тоже. Я тоже лежу, и тоже лежу счастливый, потому что получилось, и это только наметки. Сейчас у нас предстоят 2 дня репетиций на следующей неделе, и мы будем уже четко все отрабатывать, то есть все реплики, мизансцены, как мы будем куда ходить, как двигаться. Вчера, кстати, вот нам Василий давал тоже урок, именно как двигаться на сцене, как сцену распределять, из чего сцена состоит, из каких она состоит планов, как находить место на сцене выгодное, как исходить из того, если ты репетировал на маленькой сцене, а приехал на большую сцену выступать, или наоборот, репетировал на большой, а приехал куда-то в место, где нужно выступать на маленькой сцене. Это все вот готовится заранее, и актер должен обладать такими знаниями, такими техниками, чтобы, чтобы зритель остался доволен. Потому что я даже вчера себе подсказал, в итоге зритель должен остаться доволен и ничего не заметить, если были какие-то косяки, ну, в смысле косяки, какие-то форс-мажорные обстоятельства, из них их надо так обыгрывать, чтобы зритель ничего не заметил. Или думал, что так оно и надо. Так что, друзья мои, интересно заниматься. Я прошу вас, вы видите чат, пишите в чате. Еще начало только самой трансляции. Будет еще много тем. Я сегодня расскажу о сдаче квартиры, о своем друге Андрее, о работе жены, о моем увлечении нейросетями, о написании очерков, об английском языке. Вчера, кстати, я делал пост и думал, что бы написать. Я написал, а как вот все успевать? Вот смотрите, я на актерских курсах занимаюсь, нейросетями занимаюсь, очерки пишу, домашними делами занимаюсь. Это готовка, уборка, потому что жена и старшая дочь у меня работает. Что еще там еще? Еще что-то там делаю. Вот. Ну, есть очень хорошее средство, как все успевать. Это надо делать все по графику. Как поется в песне в одной шуточной. Но график, у меня есть график, а то, что не по графику, нафиг. Поэтому, если у вас есть график, это тоже мой совет такой дружеский. Если у вас много дел и вы кажется, что ничего не успеваете, то вот успевайте. Еще я читаю Салтыкова-Щедрина. Испытываю невероятное удовольствие от прочтения Салтыкова-Щедрина. Вот у меня он тоже здесь на полке стоит. И я даже делал когда-то такие прямые эфиры с читкой, с зачитыванием каких-то мест из Салтыкова-Щедрина. Но поскольку я сейчас стал меньше выходить в эфир, и поэтому я как бы вот эту рубрику не стал практиковать, хотя
вот даже вот то, что сейчас происходит у нас в стране, вот этот вот патриотизм какой-то, псевдопатриотизм, он тоже описан там у Салтыкова-Щедрина. То есть люди в конце XIX века, они это уже переживали. И когда вот я это читаю, вот этого умницу писателя Салтыкова-Щедрина, я думаю, ну, если уже это было, и мы знаем, чем это все закончилось, и это все пройдет, и это тоже все закончится. Вот, поэтому я приветствую Алексея из города государственного преступника. Город государственного преступника, как вы знаете, это Ульяновск, вот, потому что, ну, хоть назвали-то его не кличкой бандитской, да, Ленин, а у нас с Лениным, именем Ленина было название другого города. Кстати, я собираюсь в Санкт-Петербург. В июне я с дочкой, мы решили поехать. Я уже купил билеты на поезд. И, вспомнил, мне сейчас, вот после этой трансляции, я буду брать билет на обратную дорогу. Потому что билеты, друзья мои, вот кто тоже собирается в поездке, знаете, что в Анапу самолеты не летают. И если вы собираетесь в Анапу добираться поездом, сейчас уже надо брать. Вот сейчас уже билеты продаются, ну вот все, вот на начало июля. Вот, на июнь уже купить затруднительно, потому что я когда брал на июнь билеты в Санкт-Петербург, уже было немного мест, потому что люди сидят, караулят, потому что они уже тоже, кто сюда приезжает в мае, в июне, и они, ну, обычно люди здесь живут там 10-14 дней, и они едут уже обратно по своим городам, в Петербург, в Москву, и, естественно, они берут билеты на поезд обратные. И, естественно, этих билетов уже очень мало. Поэтому я вот сейчас вот просто сижу как на иголках, потому что мне надо вот сейчас срочно брать билеты. Билеты брать можно на сайте поезд.ру. У меня есть в описании ссылка. Под этим эфиром будет ссылка. Так что пользуйтесь. И в Петербурге я тоже забронировал уже жилье через сайт суточно.ру. Рекомендую тоже вам пользоваться именно этим сайтом, потому что все остальные, они... Ну, я сам тоже сдавал квартиру и пользовался зарубежным порталом Airbnb, но в связи с началом специальной военной операции в Украине сайт перестал работать, перестал оказывать услуги на территории России, чем, конечно, очень меня огорчил. Я стал искать какой-то новый портал, где можно давать объявления о сдаче своей квартиры. Перепробовал все, и Циан, и Твил, и Яндекс недвижимость, и Островок, и еще там куча всего. Их там, наверное, штук 20 у нас существует, вот таких вот сайтов. Самым эффективным оказался Суточно.ру. Суточно.ру сработал у меня в прошлом году. В прошлом году еще сработал он у меня. И я решил воспользоваться Суточно.ру. Очень удобный, ну, не очень, потому что Airbnb никто не переплюнет, я думаю, еще не скоро переплюнет. Вот. Но из всех имеющихся в России Суточно.ру наиболее такой приемлемый. На Циане вообще просто вешалки. Там у меня было там объявление, и оно потом вообще бесследно пропало. Твил очень занудный такой портал. Там немного предложений, потому что я и на Твиле искал квартиры в Петербурге, но Суточно.ру предложил мне гораздо больше вариантов, из которых я мог выбрать самый такой приемлемый. Это говорит о том, что люди больше доверяют тоже Суточно.ру. Поэтому вы тоже, кто собирается в Анапу, тоже будет ссылка
у меня в описании к этому ролику, и вот последние мои несколько роликов, 3 или 4, там уже есть ссылка на суточно.ру, поэтому пользуйтесь. Там же есть у меня ссылка на... Многие спрашивают, как арендовать автомобили, у меня есть, там есть вот этот вот сайт для бронирования автомобилей. И кто добирается все-таки самолетом до Краснодара или до Сочи, тоже есть ссылка на очень хороший, самый лучший портал для покупки авиабилетов, это Aviasales. Вот, тоже будет в описании. Так, я жду от вас вопросы, друзья. Не ленитесь. Я всех хейтеров забанил, надоели. И вот сейчас, наверное, Андрей смотрит и, наверное, кусает локти. Вот, но близок локоть, да не укусишь. То есть близко, Саша Альбатрос, но фиг-то теперь меня ты достанешь, Андрюха. Нехороший ты человек. Все-таки не можешь ты нормально вести дискуссии. Все на оскорбление там скатываешься. Ну, я терпел. Да, это-то я бы, в общем-то, перенес бы. Я, в общем-то, оскорбления всегда мимо себя пропускаю. У меня есть даже такая теория. Я недаром свою юность начинал с чтения Шопенгауэра. Вот, у него там очень много написано, как относиться к таким вот нехорошим людям. Их просто надо не замечать. Вот. А я, в общем-то, делал ошибку. Как бы они меня морально не задевали никак, да, но я им что-то там пытался донести, что-то писать, а потом я понял, что я на них трачу слишком много времени, а они этого абсолютно недостойны. То есть я им пишу умные мысли, а они пишут глупости. И это вот такой неравноценный обмен, он ничего не дает мне, только вот отнимает время. Поэтому я всех хейтеров сейчас баню. Так. О городе государственного преступника. Человек, который не уважает свою историю, не будет иметь будущее. Да, совершенно верно. Но история у нас очень сложная, да? И были даже позорные страницы этой истории, которые тоже, да, надо принимать. Сейчас вот в нашей жизни тоже такая одна из позорных, может быть, самая-самая позорная страница. И мы здесь живем, и мы должны это тоже принять. И когда это все кончится, мы это все должны пережить. И мы это все переживем. Вон, читайте Салтыкова-Щедрина. Все человек переживает. Кстати, с удовольствием смотрю блогера Андрея Мельникова, который сейчас находится в Армении. Почему он там оказался? Потому что здесь, в России, на него возбудили уголовное дело. Он здесь жил несколько последних лет, занимался, таксовал на своем автомобиле. Ну, он так себя и называет. Андрей таксист, Андрюха таксист, простой русский мужик. Ну, рассказывал о недвижимости, об Анапе рассказывал, о новых микрорайонах, о старых. Он такой человек любопытный, везде ездит, все показывает. Вот, но с началом специальной военной операции, так называемой, он стал рассказывать людям правду. Ну и понятно, что когда каждый день об этом говоришь, где-то, да, НКВДшники могут зацепиться за твою речь. В принципе, придраться можно сейчас ко всему. Вот он сначала заплатил 30 тысяч штраф, и вот второе административное возбудили, и автоматически оно повлекло уголовное дело. Но он быстро сообразил и уехал в Ереван. Кстати, в Ереван можно с российским паспортом, там он сейчас находится, там снимает он жилье, там, в общем-то, там многое напоминает Россию. Там люди, многие говорят на русском языке, дальше большинство, можно сказать. Менталитет там похожий. Кухня, какие-то, значит, удобства. И вот в плане даже Яндекс.Такси, МТС, там все это работает, поэтому там люди себя из России ощущают как у себя дома. И отношение самих армян к россиянам тоже очень доброжелательное.
Вот, он сейчас ходит по Еревану и показывает Ереван. И я с удовольствием его смотрю. Во-первых, он продолжает рассказывать нам о том, что происходит в Украине, а во-вторых, он показывает нам Ереван таким, каким вот лично я его никогда не видел. Потому что он, вот Андрюха, он такой любопытный, он во дворы заходит, сегодня он по каким-то тоннелям ходил, в общем, показывает и красивые исторические места, и вот армянские, ереванские дворы. Вот за что ему большое спасибо. Так что смотрите, канал так и называется Андрей Мельников. Если наберете Андрей Мельников Ереван или Андрей Мельников Армения, то сразу на него попадете, без вопросов. Так, позор есть в каждой стране. Ну, есть, наверное, конечно, в каждой стране, но вот для России вот этот позор, он просто такой, знаете, фатальный, губительный. И, может быть, это такой позор, который сравним с 17-м годом. То есть это такой судьбоносный позор. И с него, ну, как говорил Александр Дугин, это наш такой националист один, говорят, что даже Путин к нему прислушивается. Он говорит, что конец это, да и Высоцкий об этом пел, что конец это начало. То есть мы привыкли к слову конец, да, как к чему-то страшному. Но философски, а Дугин он философ, он говорит, что конец это начало. И поэтому, ну, сейчас вот этот конец уже давно наступал. И я в своих тоже записях писал все, скоро грянет буря, скоро грянет буря, и меня из Альбатроса там называли буревестником, поэтому мы уже, конец уже наступил, он наступал, теперь он наступил, и когда он закончится, откроется новая страница. Будет начало чего-то нового, и будем надеяться, что это начало будет очень таким хорошим. Мы на пороге счастливой России. Кстати, вот опять же Достоевский именно писал, что мечта русского человека это о счастливой стране. Вот, поэтому хороший писатель Салтыков, очень мне нравится. Так, по какой статье завели? Ну, я думаю, дискредитация вооруженных сил. Сейчас одна статья такая репрессивная, применяется очень так интенсивно. Слышно меня, надеюсь, хорошо, потому что иногда мне нравится, когда голос звучит вообще классно. И сейчас, может быть, я даже вот еще немножко тут оборотов прибавлю. Так, оборотов прибавлю. Только как? Так. Ну ладно. В общем-то, по-моему, нормально звучу. Так, что еще? Андрюха сегодня, другой Андрюха, мой друг, который Хрущев. Он, во-первых, у меня опять денег занял. Вот совсем недавно. Ну, вообще, человек, который получает 40 тысяч заработной платы и минимальные траты у него там на быт, ну, семьи у него здесь нет, вот, я не понимаю. Ну, конечно, не мое дело в чужой кошелек заглядывать, но человек опять попросил денег. Вот. Но сегодня я из контекста его сообщения узнал, что он купил еще один смартфон. То есть третий смартфон за год. Не знаю, я смартфоны вообще меняю, наверное, раз там... Ну, это у меня вот сейчас вот второй смартфон за 8 лет жизни в Анапе. Приехал я сюда вообще-то с кнопочным телефоном. А это вот второй смартфон. Не знаю, что можно делать со смартфонами, зачем их часто менять. Ну, это ладно, это его дело.
Я сегодня об этом тоже размышлял, потому что у него, кроме смартфона, в общем-то, радости в жизни нет. То есть для него смартфон все. Это и информация, это и развлечение. Вот. Для меня это тоже, кстати. Мы вчера с Антониной, когда шли, я говорю, хочешь сейчас это пообщаться с миром? Ну и включил в эту программу Оми ТВ. Вот. И там замелькали страны, континенты. Я тут пытался на английском с ними поговорить. Вот. Ну, то есть я просто продемонстрировал, что вообще человеку не должно быть скучно сейчас, в настоящее время, когда есть интернет, есть такие интересные программы. Вот. Английским я занимаюсь каждый вечер. Вчера слушал гимн Соединенных Штатов. Вот вы знаете слова, какие там поются? Гимн вообще написан в 1931 году, окончательный его вариант. И там это была когда-то песня американских моряков. Она про победы, про ракеты, про какие-то звезды. В общем, такой военный гимн. Вот. Ну, в общем-то, в России тоже, вернее, не в России, а в СССР тоже долго пели «Интернационал», «Весь мир мы там разрушим до основания», а затем. Поэтому какие люди, такие песни. А потом есть традиции, мы не имеем права вмешиваться в чужие какие-то традиции, что-то там менять. А вообще мелодия очень хорошая. Мне и гимн Великобритании очень понравился. Тем более тот автор канала, который преподает английский, он нашел акапельное исполнение, и там, конечно, гимн Великобритании, он вообще короткий. Ну, там наподобие, да, «Боже, царя храни». Там как получается? God save the Queen. Вот, и все. Так что красивые гимны, тем более акапельное исполнение, это вообще что-то. Ну, когда нет музыки, а мужской хор выводит вот эти вот слова, мелодию, красиво. Вот. Ну, и по фильмам, и по песням. Вот до этого я так увлекся песней I will survive, то есть я выживу, что я сам написал свои слова на русском языке и тоже сидел здесь и пел. Вот, очень интересно. Так, о чем я еще не рассказал, мы в эфире 32 минуты, и я жду от вас вопросы. Так, профкосметика пишет, в чем правда? Правда в той обстановке, которая вот складывается сейчас в Украине. Вот. Дело в том, что мы сейчас живем в удивительное время, во время, когда информация, она доступна. Информация любая. Вы можете забивать себе голову той ложью, которую нам несет телевизор и всякие там говорящие головы, а можете найти абсолютно другие источники информации и узнавать другую точку зрения и делать выводы, и сравнивать с тем, что действительно происходит. Понимаете? Вот из этих трех точек у вас складывается такая объективная картина. То есть вам с одной стороны врут, с другой стороны говорят правду, ну, тоже у них есть, конечно, и свои какие-то цели, задачи. И вы видите то, что происходит с вами, что происходит там, в Украине, и вы делаете вывод, понимаете? То есть все равно и Андрей, вот как раз он говорит, как так люди в эпоху интернета такие вот непросвещенные и так доверяют лжи, которые нас пичкают. Вот, ну, так что правда вот в этом, правда в объективности. Так, таксист из Еревана знает правду об СВО. Это новый анекдот.
Да, если этот таксист, у него есть поговорка, кто умный, не идиот, в интернете все найдет. Поэтому он смотрит телеграм-каналы. Сегодня он рассказывал о том, как наш, да, российский патриот, сотрудник, бывший сотрудник, ну, может быть, бывший, как говорится, бывших не бывает, Федеральной службы безопасности собрал клуб патриотов, и они вот рассуждают о сложившейся ситуации в Украине. Причем там он пригласил много всяких экспертов. И вот то, что Андрей передает, мне тоже захотелось посмотреть это, послушать своими ушами. То есть я делаю вывод, что сейчас разрешили, а Стрелков, он человек системы, некоторым людям разрешили критиковать СВО и тех людей, которые руководят операцией. Вот. Я думаю, может быть, это сделано для того, чтобы, понимаете, если это сейчас еще пойдет на другие средства массовой информации, оболванивание, средства массового оболванивания, то есть если сейчас это подхватит Соловьев, как она там, Скобеева, а потом и Первый канал, вот, тогда люди, конечно, они скажут, да, это же все ерунда, уже больше года продолжается эта операция, а результатов никаких не достигли. Понимаете? То есть они сейчас, я думаю, может быть, они искусственно сейчас создадут какой-то такой центр, вот, из этого центра, так скажем, такой системной оппозиции, системной критики специальной военной операции. Вот, и из этого центра выделятся какие-то лидеры, они станут, ну, я так предполагаю, а они все как бы замешаны вот именно это как проект ФСБ, ну, я так думаю. Вот, и люди за ними пойдут, а в принципе ничего не изменится. То есть это те же самые ФСБшники, которые сейчас это все затеяли, довели все до этого результата. И просто, а люди будут, они же критикуют, они молодцы, они сказали правду, вот она правда, да. И таким образом, может быть, потом создадут какую-то такую ФСБшную партию, и эта партия на следующих выборах одержит победу. И эта партия, может быть, и прекратит то, что сейчас происходит в Украине, да. Ну, это так, не будем, это мои такие мысли. Сегодня вот я просто слушал Андрея Мельникова, и у меня возникли свои мысли, потому что я тоже обладаю какой-то информацией, у меня есть какой-то опыт, и я могу это делать. Так, если бы я снимал видео, смотрели бы? Конечно, смотрел. И еще, знаете что, вот вчера я вернусь опять к нашим курсам, к нашей киношколе. Вчера приходил к нам актер Алексей Камашко. Алексей Камашко, кто не знает, вот наберите в интернете Алексей Камашко, много о нем узнаете. Он снялся в 60 проектах, причем таких проектах очень таких ходовых, так скажем. И мы сейчас обсуждаем там уже там тоже какие-то свои такие проекты, потому что мы, когда в нашей киношколе будем делать выпускной, вот этот такой дипломный проект, тоже будем снимать какой-то фильм, пока это только у нас это в обсуждении. И вдруг я вчера на этой встрече с ним подумал, а у меня же есть песня, музыка. И в перерыве к нему подошел, говорю, Алексей, а давайте сделаем клип. Говорю, клип. Настя споет или вы споете, потому что он тоже говорит, я пою. Есть музыка, аранжировка, хорошая песня. Ее можно обыграть как-то, потому что у меня там же и Утриш упоминается, и Пески Джимите, и Высокий берег, и Гаргипия, и улицы наши узкие с крымскими соснами.
говорю, это можно сделать, и может быть даже у клипа, а клип все-таки такая штука, если его сделать качественно, он более ходовой товар, нежели мы сделаем какую-то короткометражку. Ну, много ли вы смотрите короткометражек? А вот клип, он даже может зацепить мелодией, песенкой, какой-то движухой. Вот, поэтому сейчас вот я начну вот это вот двигать эту идею. Мне нужно будет отправить ему мелодию, стихи, ну и Насте тоже. Вот делюсь такими своими секретиками маленькими. Но это вот только для зрителей моего канала. Так. Профкосметика. А с чего вы взяли, что в интернете правда есть? Верить можно только тому, что видишь и делаешь сам. И то даже в этом случае не гарантия, что это правда, потому что окружающие могут ввести вас в заблуждение. Ну, я считаю, что нас в заблуждение вводит как раз средства массовой информации российские. Первый канал, канал «Россия» и все там вот эти вот наши телеведущие. Знаете, вот я когда включаю изредка Соловьева, потому что тоже надо же как бы быть в курсе, о чем они говорят, что за чушь они несут. И когда включаю каналы, допустим, наших патриотов, таких как Кац, как Екатерина Шульман, другие, да, Потапенко, Зубаревич Наталья, ну, многие, тут список очень огромный. Вот. Всех их признали, кстати, иностранными агентами, но сейчас вы знаете, что у нас и при Сталине люди хорошие, добрые, добропорядочные тоже числились шпионами. Вот. Сами, кстати, признавали под пытками в НКВД, что они там работают на разные разведки. Ну, это недалекая история. Сейчас пытаются эту историю затушевать. И вот уже новые программы, которые разработаны для вузов, для школ, там этого ничего не будет, про сталинские репрессии ничего не будет. В общем, будет такая прилизанная история, то есть это будет такая полуправда. А полуправда это тоже, я считаю, то, что и ложь, потому что когда человек узнает то, что было на самом деле, вот, а не только вот эти вот победные какие-то верхушки, то совсем меняется мировоззрение-то. Вот, поэтому, ну, если вы считаете, что в интернете... Вы как Путин. Путин тоже считает, что в интернете только одна неправда. Ну, человек, который вообще не имеет ни телефона, ничего, ни наличных денег. Вообще, как он вообще может управлять страной? Тоже как-то странно, да? Это я не понимаю. Кац и Шульман, сразу по фамилии понятно, что это патриоты. А вы антисемит, да? То есть вы не любите евреев и, наверное, приветствуете вот эти вот, то, что были фашистские лагеря Освенцим, Дахау. Там евреев жгли в печках. Вот. А перед этим им зубы вырывали. Налысо стригли, одежду снимали. Вот. Поэтому не будьте антисемитом. Не будьте. Все люди равны. Так, и еще о чем бы поговорить. Мы в эфире 43 минуты, у нас еще 17 минут до окончания эфира. Так, продолжаю я заниматься нейросетями. Сейчас очень интенсивно развивается эта сфера IT. Уже, значит, Сбербанк сделал свои нейросети. Ну, многие еще разработчики сделали нейросети, и я их постоянно тестирую, потому что я читаю эти телеграм-каналы, где общаются вот именно любители нейросетей, и все новинки я узнаю из этих вот телеграм-каналов. Самая такая сенсационная, можно сказать, новость, это то, что фирма Adobe сделала свою, вернее, не сделала, но пока еще делает и
тестирует свою нейросеть. Понимаете, Adobe это фирма, которая вот разработала самые такие сейчас мощные редакторы, которыми пользуются все графические и веб-дизайнеры. Это Photoshop, это Illustrator, это многие другие, это After Effects. Поэтому там будет, конечно, что-то невероятное. То есть я считаю, что Adobe переплюнет всех, потому что она использует достижения вот этих вот нейросетей, и в то же время у нее огромные свои наработки. Огромные. Она тоже достигла, эта фирма, можно сказать, таких высот. И сейчас это все соединяется в одно. И, просто будет что-то невероятное. Будет очень интересно. Я активно пользуюсь чатом GPT, в частности, для написания каких-то маленьких пьесок или просто идей. То есть я захожу в чат GPT, говорю, напиши мне пьесу на 5 минут, значит, персонаж такой-то такой. Такой сложный анекдот. Я вообще анекдоты плохо понимаю. Вот. Но некоторые анекдоты действительно смешные. Вот. И я хотел включить в свою сценку вот с Панасом украинский анекдот. Но как-то он там не вошел. Так. Так, почему вы не смотрите Ануфриенко и Подоляка? Они украинцы и тоже правду говорят. Или нет, они тоже патриоты страны. Я не знаю, я их не смотрю, потому что мне они не интересны. Мне для понимания того, что Россия об этом всем думает и как она преподает, мне хватает вот Дзена. То есть у нас Яндекс теперь тоже куплен государством, поэтому Яндекс, он тоже стал наполовину лжив, поэтому в нем легко, вот они мне заголовки все. Вот я, допустим, открываю, даже вот сейчас, вот смотрите, вот открываю Дзен, давайте сейчас проэкспериментируем. 3 РК С-300 обманули американских пилотов F-35 на границе России. Обманули. Ночью радоваться? Ну, радуйтесь, если вам эта новость интересна. Потом, смотрите, российская газета Минобороны. Вооруженные силы РФ отразили на южно-донецком направлении комбинированный удар ВСУ. Вот смотрите, в этой новости что интересного? Тут можно сделать, смотрите, кто сейчас обладает, так скажем, инициативой, военной инициативой. Кто отразил? Отразили ВС РФ, то есть вооруженные силы Российской Федерации. Чьи удары они отразили? Удары ВСУ. То есть кто нападал? Кто владеет инициативой? Получается ВСУ. То есть для меня вот это вот понятно, что даже вот по этому заголовку, который абсолютно как бы легален, но уже понятно, что происходит на фронте. Остается только потом какие-то подробности, как отразили, чем и какие потери понесли та и другая сторона. Боррель, председательство России в Совбезе ООН подходит для Дня дурака. Да, смелый такой заголовок, можно сказать. Дело в том, что 1 апреля в Совбезе обсуждали вот новость о заявлении Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. Вот. Я слушал это заседание. Вот интересно, вы слушали? Я его слушал с переводом. И, знаете, Россию-то практически никто не поддерживает. Вот, понятно. А почему так Россию не поддерживают? Тоже, да, вот странно, да? Столько было раньше друзей, и вдруг сейчас все от России отвернулись. Так, жители Румынии начали выгонять беженцев с Украины из новых правил поддержки. Так, что тут еще у нас?
Ну, это понятно, новость сюда вклинена для того, чтобы, значит, вот там, значит, хохлы, значит, там борзеют в Европах, вот, требуют того, чего ему дать не может, вот они такие сякие, понимаете? Может быть, там какая-то единичная была, единичный случай, но у нас как пропаганда работает, да? Она единичный случай возводит, как бы, переносит вообще на весь народ украинский. Но я это знаю, что так работает пропаганда. Поэтому эта новость меня никак особо не раздражает, не напрягает. И, в общем-то, все нормально. Так, боец Азова Штукин признался в осквернении тела погибшего солдата ВС РФ. Вот. В осквернении тела солдата. Да. Эта новость должна вызвать у нас что сейчас? Она должна вызвать ненависть к бойцу Азова, потому что он осквернил тело погибшего российского солдата. Вот. Вообще, конечно, есть такое понятие правила войны, законы войны, и они едины для всех, и для россиян, и для украинцев. Вот. И если эти нарушения правил войны доказаны, то суду подлежит любой человек. Россиянин он, украинец он, венгр, американец. Судить должны всех. Но по закону. Не так просто вот вывели там и расстреляли, как делали коммунисты-большевики. Вот, без суда и следствия именем революции. Вот. У нас скоро тоже вот так вот, наверное, будет. Вот, я за суд, за независимый справедливый суд. Вот. Кому что суд определит, то должно и быть. Независимо, какую форму носит боец. Украинскую или российскую. Если совершает военное преступление, если он в этом уличен и преступление доказано, он должен понести наказание суда. Так. Путин подписал указ о создании и применении платформы Гостех для госинформсистем. Понятно. Так, что здесь еще? Вице-спикер парламента Армении заявил, что участие в МУС не вредит отношениям с Россией. Я, кстати, не знаю, что такое МУС пока еще. Так. Ну и в зону спецоперации отправят новейшие танки «Черный орел», превосходящие западную технику. Так, подождите, надо обновить. Я потому что эту новость я еще вчера читал. Да. Это новости старые. Просто про Черный орел я вчера специально в Википедии прочитал, что из себя представляет Черный орел. Черный орел вообще был прообразом танка Армата. Вот. Но поскольку как бы вот я не слышал о применении танков Армата сейчас на театре военных действий, я не очень-то так думаю, что какой-то Черный орел там еще появится. Вот, потому что Черный орел это немножко такое предыдущее поколение танков. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим. Надо смотреть, что там будет по факту. Ну, а вот, да, смотрите, в Петербурге задержана подозреваемая в убийстве военкора Татарского. У берегов Камчатки мощное землетрясение. Так. Танцевавший, молившийся у Киевской лавры госпитализирован без признаков жизни. Ой. Заголовок, конечно, супер. Танцевавший, надмолившийся у Киевской лавры госпитализирован без признаков жизни. Очень странный заголовок. Пригожин сообщил о поднятии российского флага над администрацией Артемовска. Ну, это Бахмут. 6, по-моему, месяцев шла битва за Бахмут. С обеих сторон погибло очень большое количество военнослужащих. Вот. Ну, посмотрим, проверим. В принципе,
принципе, взятие Бахмута, оно как бы особо не влияет на ситуацию на фронте. Его, в общем-то, давно уже хотели, даже сами украинские военнослужащие просили своего главнокомандующего дать им приказ на покидание этого города. Ну, а потом вот решили все-таки там еще повоевать. Ну, может быть, вот все-таки да. Посмотрим, посмотрим. Минобороны. Огнеметные системы «Санцепёк» впервые в истории передали военным ВДВ. Вот. Ну и вот такие вот. Так что это я сейчас для чего читаю все? А для того, чтобы показать моему зрителю под ником Профкосметика, что я в курсе, я читаю, вот мне дзена достаточно, чтобы знать об этом. Вот. Так, Дмитров, привет. За роль деньги получите или нет? Если да, то сколько? Вы имеете за ту рекламу, да? Нет, за рекламу мы ничего не получим. Единственный будет плюс в том, что, ну, говорят, что вот этот вот мы фотографировались там был ролик снят, и фото на рекламный плакат. То есть мы должны, я, Антонина и мои вот партнеры по этим съемкам, то есть еще там семья, женщина, мужчина и 3 детей и собачка, мы должны стать как бы такой визитной карточкой, лицами этого фестиваля. Вот, поэтому посмотрим. Говорят, что эти плакаты будут висеть по всему Краснодарскому краю, может еще где-то, ну, в соцсетях. Посмотрим, посмотрим. Я особых таких каких-то надежд на этот проект, ну, именно как свое участие не возлагаю. Я желаю самому фестивалю состояться, иметь успех, но именно как это повлияет на меня, на мою жизнь, на мою карьеру в кино, я абсолютно, как бы, знаете, равнодушен. Вот. Я сказал, что мне, конечно, кино интересно, но все-таки это не дело моей жизни, это только хобби. И то, что я сейчас плачу за свое обучение, ну, достаточно такую весомую сумму, которую выделяю из нашего семейного бюджета, я ее все-таки отдаю с легкостью, потому что то удовольствие, которое я получаю, оно вот как раз, по-моему, стоит этого. А потом я человек ленивый, и вообще в последнее время перестал как-то из дома-то выходить. А тут я хожу, то есть вот 30 минут занимает. Город маленький, Анапа, ну что там. Поэтому не езжу ни на такси, ни на этих вонючих маршрутках, которые ненавижу, анапские маршрутки. Вот. Поэтому хожу пешком по прекрасным улицам, без светофоров. Я говорю, что за километр и 300 метров пути я перехожу только один раз по светофору. Все остальное это пешеходные переходы на нерегулируемых пешеходных переходах. Вот, поэтому иду, думаю, слушаю там, или сейчас вот я, значит, Станиславского я уже книгу «Моя жизнь в искусстве» прослушал, книгу Чабок американского продюсера, женщина, прослушал. Сейчас слушаю Михаила Чехова. Михаил Чехов мне, так скажем, менее нравится, его система. Но, тем не менее, мне интересна сейчас его жизнь. И у меня вчера просто я на YouTube нахожу эти лекции. И вчера одна лекция кончилась, и пошел какой-то фильм про самого Михаила Чехова. И мне это показалось, судьба этого человека очень интересная. Иду, слушаю. Вот. И вот иду, слушаю себе, дышу свежим воздухом, смотрю на цветущие деревья. Сейчас жерделя цветет, там слива цветет. Вот, красиво. Крокусы на газонах. Так, и поэтому
меня про карьеру и про деньги спросили. Нет, я ничего не жду. Поэтому то, что я просто хожу, это уже хорошо. То есть это я считаю, что это такая спортивная прогулка, потому что я иду таким бодрым шагом, дышу по Стрельниковой. То есть у нас на одном из занятий рекомендовали делать дыхательные упражнения по Стрельниковой. Вот, поэтому иду, дышу. Так что я только считаю, что я вот эти деньги еще вкладываю и в свое здоровье, и психическое здоровье, потому что сейчас вот этот пипец, который складывается вообще в России, я от него стараюсь уйти вот именно туда, в мир Гоголя. Сейчас мне Сорочинская ярмарка и вот эти вот все дела, взаимоотношения там Панаса с его женой, Чубом, они гораздо интереснее, чем происходит сейчас вот на экранах телевизоров. Ну, я, слава богу, его и не смотрю. Кстати, хотел еще сказать об одном и пропустил. Вообще, я слежу за порталом Чита.ру, ну, Чита мой родной город, и я каждый день просматриваю новости, что там в Чите происходит. Буквально каждый день, за редким исключением, если этого не случается, я читаю сводки, вернее, не сводки, а сообщения о гибели военнослужащих при проведении спецоперации. Это простые мужики, они были кочегарами, шоферами. Вот последние недели это были военнослужащие ЧВК «Вагнер», то есть это были заключенные, осужденные, которых завербовали в структуры Пригожина, и они там воевали, и они погибли. Вот. Идут дискуссии, хоронить их с почестями, не хоронить, потому что одни люди сами тоже... Ну, представьте, в деревню привозят гроб, а этого человека вот буквально года 2-3 назад только отправили в колонию за убийство односельчанина, да? А тут он приезжает, и его, значит, с почетом в Дом культуры гроб помещают, и некоторые вот там устраивают такие даже, так скажем, протесты, чтобы этого человека не хоронили из ДК под знаменами российскими. А другие говорят, он же герой, нет, его надо похоронить с почестями. Ну и вот на этой почве у людей происходит там, ну вот в таких маленьких деревнях забайкальских вот такие вот дискуссии. В Анапе, кстати, и вообще очень мало сообщений о погибших. Видимо, какая-то существует установка. Ну, Чита.ру, понятно, это такой независимый канал. Его даже, по-моему, лишили лицензии как средство массовой информации, но он продолжает свою работу. Именно он информирует людей, и я его с удовольствием смотрю, читаю. А в Анапе сообщений таких нет. Вот открываешь официальные новости, я тоже смотрю официальные новости Анапы, Краснодарского края, но сообщений таких не вижу. Хотя вроде бы как Краснодарский край более густонаселенный регион, следовательно, смертей должно быть больше. Но информационно, конечно, вот в Чите, там, я говорю, каждый день некролог. Я не знаю, вот вы живете у себя там в каких-то городах, вот в Ульяновске, вы смотрите, вы отслеживаете такие новости. Недавно как-то какой-то блогер случайно показал Анапское кладбище, как раз тот участок, где захоронены участники СВО. И я просто поразился. Последний раз я был на кладбище, хоронили там одного военнослужащего, и там было 13 могил. Вот. Сейчас их гораздо больше. И
казаки тоже принимают участие в СВО, казаки Анапского районного казачьего общества. И вот буквально недавно, это было 3 дня назад, я просматриваю Инстаграм и вижу некролог. И я вот, честно, соскочил со стула и побежал к Наташе. И говорю: Наташа, смотри, он погиб. Она говорит: кто погиб? Я говорю: да вот, Евгений Муравский. А Евгений Муравский, знаете, я же в казачество, когда сюда пришел, в Анапское, это было вот как раз 8 лет назад. Я буквально в 2014 году переехал и сразу же пошел в казачество. Вот. И стал принимать участие, ну, я стал как бы пресс-секретарем Анапского районного казачьего общества, то есть я взаимодействовал с газетами, ну и был, конечно, на всех мероприятиях, которые проводило Анапское районное казачье общество. Спортивные, патриотические, военно-полевые какие-то сборы. Везде присутствовал, везде обо всем писал, снимал ролики, и все это на моем канале есть. И я своим таким зорким взглядом всегда выделяю каких-то отдельных людей, интересных, смешных, необычных, даю про себя какие-то такие прозвища. Вот, допустим, есть здесь у нас тоже в Анапском обществе 2 таких персонажа. Один высокий, знаете, такого 2 метра ростом. Его зовут... Как же его зовут-то? Забыл я. Не буду называть его фамилию. И он, тем более я сначала... Олег его зовут. Ага, Олег. И я сначала не знаком же с людьми, и я всегда про себя даю какое-то название образу. И этому человеку, вот высокому, я дал такое прозвище про себя. Старший помощник Лом. Ну, из книжки «Приключения капитана Врунгеля». А второй там такой мужичишка, бородатый такой, смешной, низенький, и они как-то вот вдвоем друг над другом поджуживали. Этот такой огромный Верзила, а этот такой маленький, хлюпенький. Вот. А этого я назвал Фукс, ну, тоже из этого. И вот так вот. А Сергей Муравский, он мне напоминал такого, знаете, комсомольца, добровольца из фильма «Сердце Бонневура». Кто, может быть, старшее поколение смотрели этот фильм, играет Бонневура актер Лев Прыгунов, и он такой там красавчик такой, ну и, конечно, комсомольский характер. Тогда на роли комсомольцев выбирали именно актеров, которые вот именно внешность имеют такую симпатичную, они должны нравиться всем, и женщинам, и мужчинам, и старикам, и молодежи. Вот. Ну, специально. Вот Конкина, Владимира Конкина тоже на роль Павки Корчагина выбирали вот по этим параметрам, да. А лицо у него такое тоже комсомольского вожака. Как сказал Жиглов, да, в фильме «Место встречи изменить нельзя», глядя на Шарапова, да, которого тоже Конкин играл. Он говорит: у тебя же 10 классов на лбу написано. Так вот, есть люди, у которых написано на лбу 10 классов. И вот этот Сергей Муравский, я его как-то сразу выделил, думаю: о, какой комсомолец. Ну, такой приятный молодой человек, он такого невысокого роста, коренастенький, но такой весь такой правильный. Потому что он, есть вот такие, знаете, вот там какие-то там пошлость может человек сказать, сматериться, что-то там, какой-то жест сделать такой некрасивый, да, то этот человек, вот, и я на него вот всегда обращал внимание. Больше скажу, он мне вот нравился, потому что вот я смотрел, думаю, все-таки казаки, они же такие, знаете, такие разухабистые порой бывают, там курят, там где-то матюгнуться для них что-нибудь, там словечко какое-нибудь сделать, там
вмазать там, допустим, горилочки. Это вот образ казака. А этот выбивался. Женя выбивался из образа казака, и он такой спортивный, спортом занимался. Он на соревнованиях был судьей, и его, в общем-то, прочили у нас сейчас, ну, я не знаю сейчас, а долгое время спортивной жизнью занимался, именно организацией спортивной деятельности казаков, занимался казак по фамилии Кокорин, но он уже, ему уже за 70 лет, у него такая белая-белая борода, вот, но он тоже такой спортивный, крепкий, и у него даже еще, по-моему, теща живая, которой лет 90, и тесть, и тоже лет 90. Я говорю, о, да вы же вот для них-то вообще еще пацан. И он такой смеется, говорит, да, я для них еще молодой. Вот. И вот, тем не менее, подыскивали какую-то кандидатуру для того, чтобы кто-то возглавил вот спортивную вот эту вот секцию, да, то есть кто-то занимался спортивной работой, и вот Женя как раз на это очень хорошо подходил. Вот. А потом он, этот Женя Муравский, он вел социальные сети ВКонтакте и очень много выкладывал фотографий и своей деятельности. Он занимался казачатами, он был казаком-наставником, он был руководителем, по-моему, почетного караула. У нас в Анапе по субботам у памятника генералу Алексею Даниловичу Бескровному стоит казачий караул, ну вот наподобие, как вот на Красной площади там возле Вечного огня, а у нас вот возле памятника Бескровному тоже стоит почетный караул. И как раз Женя руководил вот этим почетным караулом. Вот. Кроме того, он выкладывал фотографии своих детей. Он женат, он был счастливым мужем, счастливым папой. Ну и вот я просто вот на него смотрел, потому что он человек такой открытый, и потом, я говорю, я его как-то выделял, и он сам вел активную жизнь вот в интернете, да, в социальных сетях, и как бы его жизнь проходила на моих глазах. Мне всегда было за ним интересно наблюдать, потому что вот я его здесь вижу, вот он принимает участие в спортивных состязаниях, здесь он, значит, в почетном карауле, здесь он, значит, в какой-то командировке, здесь он со своим сыном, здесь он со своей дочкой на самокате, все это вот с улыбками туда-сюда, здесь он со своей женой счастливой, вот. А потом появились фотографии, где он, значит, в каске, с автоматом. И я тоже Наташе говорю, Наташа, смотри. Женя, говорю, на СВО пошел. Как? Зачем? А у него, он вообще такой серьезный человек, и у него мало фотографий таких, где он с улыбкой. А когда он одел военную форму, у него вообще изменилось выражение лица. В глазах появилась какая-то такая, знаете, тоска. Я бы сказал, знаете, если честно, какая-то смертная тоска. Наверное, он все-таки очень тяжело переживал разлуку с семьей, хотя он приезжал, допустим, вот он уезжает на СВО, а потом через какое-то время, я говорю, все, вот ВКонтакте, все, вот она информация, он ничего не скрывал. Потом раз смотрю, Женя опять появился у себя, значит, в станице. Зачем приехал? Ага, смотрю, да, ага, вот дроны собирают там, значит, он организовал родителей казачат, казаков своего общества. Вот они собрали дроны, тут, значит, фотографии, вот они, эти дроны,
там вот эти коробки с дронами, вот еще там какие-то они набрали там гуманитарную помощь, какие-то вещмешки, какие-то консервы туда-сюда, вот это все вот выложено. Вот. Потом смотрю фотография, где он, значит, где он в белом маск-халате стоит вот среди заснеженного какого-то леса. Вот. И тоже вот стоит, знаете, ну, бывает, когда вот фотографии часто военнослужащие выкладывают, и они там что-нибудь там это, с автоматом, вот, посмотрите на меня. А этот вот, знаете, вот просто вот стоит и все. Вот с этой опять смертной тоской в глазах. И вот несколько дней назад раз и сообщение. Выполняя задачи в зоне проведения СВО, погиб казак Анапского общества Евгений Муравский. Вот это меня, конечно, просто подбросило со стула. И я говорю, побежал к Наташе, потому что я не только сам наблюдал, я еще и Наташу как бы всегда говорил: Наташа, посмотри, вот. Сначала как бы вот он с детишками туда-сюда, потом говорю, он в форме, ну он на СВО пошел. Посмотри, Наташа, зачем? Я не пойму, у него 2 детей, маленьких, жена. Дело какое-то тут есть в Анапе, воспитание там детишек, там, ну, во-первых, конечно, в первую очередь своих. И тут раз и все. И нет Жени теперь. И Жени теперь нет. О похоронах пока ничего не сообщается. Я говорю, у нас очень средства массовой информации, вот именно анапские и краснодарские, они очень скупы на эту информацию. Видимо, может быть, есть какая-то установка на это, чтобы не распространяться. Поэтому меня это очень зацепило, поразило. Вот. И никаких больше сообщений нет. Когда похороны будут? Привезли его, не привезли? Вообще, есть ли, как говорится, тело? Потому что сейчас такая обстановка, что у нас же 90% смертей на СВО это от взрывов, ракеты, снаряды. Это официальная статистика. Я в российской газете читал, я делал тоже потом про это, ну, как бы рассказывал в одном из эфиров. Там военврач рассказывает, что вот все потери делятся вот так, 90% это, 10% другие потери, из этих 10% там 2%, допустим, болезни, там, надо знать, что 90% это вот в большинстве случаев военнослужащие гибнут от разрывов снарядов и ракет. Вот такая грустная, друзья мои, концовка моего эфира. Но это жизнь, и каждый, в общем-то, распоряжается ей сам. Так, сейчас я еще прочитаю. Да, Дмитров пишет, вы знаете, что ваш уважаемый друг Андрей Мельников, блогер в бегах и из Армении делает ролики. Да, конечно, я говорю, смотрю его ролики сейчас и утром, и вечером он делает их по нескольку раз в день. Мне очень нравится манера его рассказа. Я сейчас больше узнаю об Армении, об Ереване. Тоже как-то никогда не интересовался, а он рассказывает и об истории, поэтому показывает интересные места, а потом он продолжает рассказывать об СВО, о правде, за которую и страдает. Он не скрывает, что он в бегах. Если б я, допустим, куда-то уехал, я бы сказал, ну я уехал, я просто вот захотел и уехал. А он говорит, нет, он сбежал. Он человек честный, он даже вот, знаете, сам перед собой не лебезит, и это очень дорогого стоит. Я очень уважаю его. И я считаю, что это герой нашего времени. И думаю, когда все это закончится, я думаю, Андрей заслуживает, ну, не просто уважения, но он, наверное, заслуживает и награды.
награды самой высокой за проявленную смелость и за мужество, которое он проявляет вот сегодня. Молодец, парень. Елена Б. Доброе утро. Ваша жена и Маша как относятся к тому, что видео показываете с маленькой Машей? Мне понравилось, но такое личное видео. Вы с ними советуетесь? Наташа воспринимает нормально. Дело в том, что я использую YouTube вообще как хостинг, то есть место, где хранятся какие-то видеозаписи. Многие записи сейчас уже, вот то, что было снято на пленку, да, и перенесено на видеомагнитофон, сейчас вообще уже никак не проиграешь, потому что видеомагнитофонов, сейчас у кого видеомагнитофоны? Вот эти вот я писал на диски, и диски тоже сейчас, знаете, вот у меня, допустим, компьютер, он без дисковода. И сейчас новый компьютер вы будете покупать, там тоже дисковода нет. Если у вас сохранились какие-то диски с фильмами там или с домашними записями, то вы их тоже ни на чем не проиграете. А если вы... То есть то, что снимали, у вас уже нет шансов как-то увидеть, вспомнить прошлое. Поэтому слава богу, что есть YouTube, что я могу перенести туда свои записи, и я думаю, что только Наташа только радуется. Вот. Ну, а Маша сегодняшняя и Маша та — это абсолютно разные люди, поэтому Маша никак не реагирует на то, что... Вот. Ей тоже интересно, и Вале тоже интересно смотреть на себя. Женщина стояла в Киевской лавре, молилась, и вокруг, как черти, плясали украинцы некоторые. Вот, видимо, одному и прилетело. Ага. Ну, не знаю, я эту историю не знаю. Вот. Я вчера слушал тоже про Киево-Печорскую лавру, что монахи, они всегда терпели, претерпевали какие-то испытания, искушения. Это было и в средние века. Вот, допустим, на Валааме, да, они порой брали в руки оружие, защищались. Вот. Во времена большевистской революции они просто молча шли на смерть. Их просто убивали массово. Священников распинали на воротах церкви, сбрасывали с колоколен, зарывали живыми в землю. Понимаете? И, ну, на веру это не повлияло. Отсутствие церквей, убийство монахов, священников на веру не влияет. Понимаете? И службы церковные и литургии проводились даже в сталинских концлагерях. Да, потому что священников было там много, и они проводили свои службы. И монашество сохранялось, и академик Лосев, он был монахом в миру, и поэтому, знаете, настоящую веру не убьешь. Можно убить, знаете, вот тех, кто там, некоторые там попы на мерседесах ездят, кто вот дорожит вот этим вот мирским, суетным, тем, наверное, да, тем вешалки. У них мерседес забрали, и для них уже все, жизнь кончилась. Вот. А у человека, у настоящего верующего, хоть что забери, хоть голым его оставь, в наготе, как говорится, в полной, а веру-то у него не отберешь, вера в сердце. И Христос, Он в сердце, и Он всегда с ним. А если Христос с ним, знаете, ему больше ничего не надо. Но это уже святость. Это уже святость, и мы знаем примеры, когда это большая редкость. Поэтому эти люди, они святые, потому что их мало. И они пример другим, как надо верить. Но сейчас я думаю, что такой веры, она есть, конечно, она есть, она не может не быть. Вот. Но то, что монахи лишатся своей обители,
я думаю, это небольшая трагедия. Вот. И потом все это тоже суетно и приходяще. Вот. Пройдет время, и все вернется на круги своя. И я думаю, что лавру никто не будет разрушать, как это делали большевики. Поэтому и вернутся монахи, и все будет как прежде. Просто нужно эти времена тяжелые пережить. И России нужно сейчас эти времена пережить, и мы их уже переживаем. Я уже сказал, что конец уже наступает, и он наступил. И конец всегда это чье-то начало. Это начало чему-то. И то, что грядет сейчас у нас в России, начало, оно, я думаю, как сказал Федор Ушаков, тоже святой нашей Русской Православной Церкви, он сказал: «Сии грозные бури приведут к славе России». Вот так. На этой оптимистичной ноте мы закончим нашу трансляцию. Всем спасибо, кто принимал в ней участие, кто задавал вопросы, кто слушал меня. Я перевыполнил сегодняшний свой норматив на целых 27 минут. Поэтому всем спасибо. Всего доброго. Встретимся в следующий понедельник в 8 часов утра. А в четверг я выложу очередной свой фильм из серии «Семейное архивное видео». Пока.